Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать защищенный телефон. Притом здесь мало того, что он, ладно, не выбивает даже 100 тысяч баллов в Antutu, но я считаю, что для защищенного телефона довольно неплохая камера. В 1080p он, разумеется, снимает. Разумеется, здесь просто классная вспышка. Вы увидите в ночном примере, как она работает. Направленный микрофон, сканер отпечатков пальцев и просто море всяких плюшек. Начиная с IP69K и заканчивая IP68. В принципе, для этого покупают данные смарты. Напоминаю, что защищенный смартфон — это про защиту. Это не легкоатлет, которому нужно много мышц, чтобы что-то там тягать. Это не камерафон, это не телефон для игр. С другой стороны, Genshin он тянет. Пусть и с фризами, но играть реально можно. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать третий эшелон. Это Hot Wave. Это смартфон, который, к слову, бренд, наверное, уже раз четвертый на моем канале. Я не удивляюсь тому же, что его покупают. Я уже не удивляюсь тому, что они что-то продают. И по мне, маленькими шажками они, конечно, делают что-то лучше. Но вы сами видите даже по пакингу, что по большому счету лучше они делают для того, чтобы продавать. В принципе, это неплохо. Может быть, рано или поздно кто-то вырастет до бренда BBK, либо до бренда Xiaomi, и это же неплохо. Но то, что там внутри, я слышу, как играет телефон, это плохо. 4 гигабайта оперативки, 32 гигабайта внутренней памяти. Остальные спеки, я думаю, что смысл читать нет. Почему? Потому что, если я вам скажу, что центральный процессор здесь MT6761 Quad-Core процессор, это вам ничего не скажет, кроме того, что это не Qualcomm. Основные плюсы, это, разумеется, это IP68 и IP69K. Он защищенный. Все спрашивают про защищенный смартом, летом, зимой, потом пишут, а зачем? Они же все одинаковые, бла-бла-бла. Ну, вот одинаковый. Вот очередной одинаковый смартфон защищенный от, получается, Hot Wave. Ничего нового нет, безумные рамки, сканер отпечатков пальцев, Type-C-шник, скорее всего, да, Type-C-шник для зарядки, слот для сим-карт, который необходимо специальным ключом доставать, нет. Смотрите, ничего ж себе, неужели у них движение вперед? Нет, движения вперед нет. То есть вы сначала достаете слот, и потом еще специально вот такой штучкой достаете. Ощущаете? Я просто знаю, что это за модель, потому что у них копипаст плюс-минус. Блока питания 10 Вт, то есть никакой мощности здесь нет. Почти полностью заряжен смартфон. Может быть, его буду долбить, а может быть и нет, потому что жалко мне его. Не знаю, я подумаю. А в целом, смарт тактильно довольно приятный. Он помял мне стол. Очуметь. Стол дороже, чем смартфон. Теперь стол помят. Ну ладно. Что мы можем запихать? Мы можем сюда запихать две физические сим-карты и карту памяти. То есть либо две симки, либо симку и карту памяти. По весу. По-любому космос. Где-нибудь граммов 250. Смотрим. 314. В руке вот так. Метательное оружие. Все помним. Сканер, я уверен, что работает неплохо. Обо всем расскажу, все покажу. 170 миллиметров на 84. Ширина нестандартна. На 16,4 с блоком камер. Без блока камер особой разницы нет. 15,2. И здесь, к слову, есть еще заглушка под мини-джек, за что отдельное спасибо. Вот такой вот смартфон можно вешать как брелок на джинсы. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к защищенному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно в черной расцветке с оранжевыми вставками или серыми. Выглядит устройство, как и другие защищенные смартфоны, брутально и внушительно. Весь корпус прорезиненный, что способствует лучшей защите. В руке лежит он удобно и не выскальзывает. Разумеется, он тяжелый, и пользоваться им одной рукой не всем будет удобно. Девушкам точно нет, хотя смотря каким девушкам. Сборка у T5 Pro отличная, как и материалы. Все разъемы находятся под надежными прорезиненными заглушками, и вода в разъемы не попадает. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости. Кнопки имеют текстурную поверхность, что удобно. Программируемые клавиши нет для быстрого перехода к различным приложениям, к примеру, к камере. Далее есть разъем USB Type-C, микрофоны, динамики
динамик основной разговорный, звучание здесь, разумеется, моно, как вы понимаете, не особо хорошее, что неудивительно. В настройках есть функция Bass Loudness для усиления громкости динамика, мини-джек на борту, за что отдельное спасибо, это удивительно. Летим дальше. Смартфон оснащен, как всегда мы привыкли, IPS-дисплеем на 6 дюймов с разрешением 960 на 480 точек, что, конечно, вообще никак не хорошо. Как вы понимаете, IPS это не особо ярко, а разрешение здесь очень печальное. Рамки, как и подбородок на борту, плотность пикселей крайне скромная, 179 ppi. Если честно, я даже не припомню такую маленькую. Максимальная яркость всего 380 нит, при прямом попадании света на экран, разумеется, не хватает. Пользоваться в солнечный день смартфоном не совсем удобно, так как постоянно необходимо искать тень, чтобы там что-то рассмотреть. Частота обновления экрана 60 Гц, тач минимальный, результаты теста вы можете наблюдать на экране. Автояркость работает неплохо, но при такой яркости экрана я всегда пользовался им на 100% яркости. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Далее экран откликается только на 5 касаний одновременно. Кто там спрашивал, почему я на 10 проверяю? Вот поэтому. Разблокировать экран можно при помощи сканеров отпечатков пальцев, расположенного на тыльной части, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но долго. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает стабильно хорошо, но только если держать смартфон перед собой. Внести биометрические данные можно только одного лица. Экран, как для защищенного смартфона, неплохой. Для обычных задач, таких как позвонить, посерфить в интернете немного и так далее, вполне достаточно. Но для игрушек нет. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio P22 с техпроцессом 12 нанометров, да, вы не ослышались, 12, и 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор PowerVR ROG GE8320. Интерфейс на базе Android 12, на данный момент последнего. Оперативная память на 4 гигабайта и внутренняя память на 32. Все очень скромно, но напоминаю, расширить внутреннюю память возможность есть. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержки 5G сетей нет, что неудивительно. А для 4G бенды 7 и 20 на борту. Связь смартфон ловит хорошо, проблем с датчиком приближения у меня не было. Звучание во время разговора нормальное. Микрофон отрабатывает хорошо, запись разговора отсутствует. Вибромоторчик слабенький и не настраиваемый. Bluetooth версии 5.0, NFC модуля нет, из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Не так уж и много, я думал, будет больше. GPS-тест в городских условиях показывает результат рандомно, точность достигала и 1 метр, емкость аккумулятора 7500 мАч, PC-Mark выдал 13 часов 52 минуты, что очень хорошо, осталось еще 20%. Тест я проводил при максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 50% от родного адаптера питания за 1 час 50 минут, от 0 до 100% за 3 часа 5 минут. Беспроводной зарядки нет, поедается за 30 минут просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi всего 5%. За час игры в Genshin Impact улетает 20%. Играть не рекомендую, так как игры максимально виснут. Ну, максимум танки. Далее, на главном экране также есть приложение под названием «Сумка с инструментами». В нем находится компас, измеритель громкости, транспортир, отвес, сигнал тревоги, настенный уровень и лупа. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит с результатом 34 гипса минимум, максимально 62 и в среднем 61 гипс на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 165, в мультикоре 525. 3D Mark показал Slingshot Extreme 198, Slingshot 482. В Antutu выдал результат в суперскромные 88 тысяч попугаев. Storage тест показал 7000. Это очень мало. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел. Результаты вы видите на экране. Степень защиты IP68, IP69K. Изначально я его искупал в фонтане. По итогу под заглушки вода не попала и весь функционал как работал, так и работает. Так что если случайно его уронить в какой-нибудь водоем, можно не бояться, что он моментально окирпичится, но нужно будет за ним нырять. Также я несколько раз имитировал падение из карманов джинс, и результат был очевиден. Появились незначительные потертости на корпусе, экран не треснул, слегка лишь пострадало защитное стекло. Разумеется, если уронить его экраном на какой-нибудь камень или что-то подобное, то вероятно, что он треснет. Но специально это делать никто не будет. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 модулей и одной LED-вспышки. Основной сенсор от Samsung на 13 мегапикселей, макромодуль на 2 мегапикселя. Никакого сенсора ночного видения нет. Мы к нему, правда, привыкли в защищенных смартфонах, но здесь не завезли. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 1080p 30 fps. Цифровой стабилизации нет, разумеется, как оптической. Фронталка на 5 мегапикселей. Находится она в верхней части экрана рядом с динамиком. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Качество фото и видеосъемки только для личного использования. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p, фронталка, Hot Wave, и вы видите, как в солнечный день после дождя
это дело вас сможет снимать, опять же, в относительно идеальных условиях. Не худший вариант. Как работает стаб, вы видите лучше меня, потому что, опять же, то, как я вижу, как он работает, это не факт, что он запишется и будет таким же хорошим, либо плохим. Роллинг шаттера я сейчас не заметил, но вполне возможно он будет виден уже потом в записи. Неплохо снимает для 1080p. Основная камера 1080p и съемка в Муринском парке. Максимум X4, лучше его вообще не включать, потому что вы сами видели, какое мыло. Если снимать с двух рук на месте, то никакого тремора нет. Если двигаться, то в принципе тоже терпимо. Смотрим, какой здесь автофокус у нас. Стандартно неплохой. Для защищенного смартфона более чем неплохой. И съемка, я бы не сказал, что совсем плохая. Фронталка, и здесь недостаточно освещения, но не так темно, как вы сейчас видите на экране. То есть, в принципе, фронталку в вечернее время смысла использовать нет, никаких диодов здесь на фронтальной камере нету, для того, чтобы можно было нормально снимать. У основной камеры есть вспышка, и поэтому можно ее активно включить, чтобы она постоянно работала, то есть в ночное время что-то вы снимать сможете. Опять же, супер качеством это не назвать, с одной стороны, с другой стороны, рыболову, охотнику, либо настройки, что еще нужно. Примерно так вас будет видно, не сказать, что супер. Опять же, по поводу звука, напоминаю, что сейчас я провожу тесты в студии, так как в Петербурге белые ночи. И в идеале вы должны меня идеально слышать. То есть это чуть ли не великолепные условия для микрофона. Единственное, здесь вентилятор работает. Но в целом, чтобы сравнить, что могут другие смарты, можете зайти в телеграм-канал скидок. Там я много примеров съемки скидываю. 1080p, еще немного фронталки, пасмурная погода, солнца не особо много, и вот так вас будет снимать камера этого защищенного смартфона в городских условиях. 1080p 30 fps, тест автофокуса, и работает. И еще немного основной камеры в условиях урбанистических видов с рассеянным светом. Совсем чуть-чуть. Если встать, даже фокус не теряется по большому счету. Я, если честно, удивлен, что с такими показателями процессор справляется. Даже с 1080p. Но справляется. Минусы: экрану не хватает яркости, не хватает оперативной памяти, да и если говорить об играх, то производительности ему тоже не хватает, а для остальных задач в принципе достаточно. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, плюс я там выгружаю довольно много эксклюзивных роликов, так что подписывайтесь, смотрите. Вдруг на момент вашего просмотра появятся какие-то скидки, я туда их обязательно скину. Резюмирую. Один из защищенных смартфонов, который я обозревал, я буду в перспективе разыгрывать. Притом это будет в скором времени. Смотрите в описании, как участвовать. Помимо этого, я соневские наушники буду разыгрывать. Что по поводу этого смарта? Hot Wave делает довольно много смартфонов, и отзывов на них море. Это не суперские какие-то средники, это не флагманы. Это просто неубиваемые защищенные смарты. С одной стороны, хотелось бы от них чего-то большего. С другой стороны, когда в эти смарты начнут запихивать что-то больше, допустим, не хватало мне в нем памяти, но я туда Genshin устанавливал, вам максимум там делать фотографии, правильно? И контакты записывать, а контактов там несколько миллионов можно записать, если не будете туда видюшки записывать. Если брать какие-то эргономичные данные, логично, что эта штука, лопата, точно не под женскую руку, точно не под детскую руку. Плюс смартфон нужно будет всегда в любых условиях обстановки найти, а чем больше он, тем лучше. Пальцем точно куда-нибудь да попадешь. В целом, смарт за свои деньги мне понравился. Понятно, что курс прыгает, но в долларовом эквиваленте он стоит более чем адекватных денег. Еще раз повторяю, что любой бренд, даже третьего эшелона, а Hot Wave это третий эшелон, нужно смотреть через призму опыта. И опыта у пользователей хватает, бренд за год не погиб, за два тоже. Старенький, можно уже сказать, и живучий.
Если есть спрос, будет и предложение. Предложение не худшее, что я видел за свою блогерскую деятельность. Подписываемся с колоколом, пишем в комментариях, что еще купить для обзора девайсу. Охотно-рыболовское, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.